Какие будут аспекты, Виктория? Один аспект. Снился сон, ну, и я проснулась, будильничек зазвенел. Ну, короче, я себя видела с такой какой-то прической, знаешь, как будто бы очень много волос на голове. Мгм. Такие букли какие-то. Я смотрю, такая это букля на голове какая-то. Ну, как эти училки когда-то Мгм. закручивали, знаешь. Ну, А как это прям вот, старинные эти, ага, а это вот, многоэтажные, я понял. да, это такая какая-то букля там огромная. И еще с левой стороны какие-то, как пейсы висят, ну, какая-то фигня. Я проснулась, а меня голова просто раскалывается. Думаю, о, Виктория, ты в эфирном пространстве? да, Что ты видишь? ну давай сон посмотрим, потому что я вижу. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, давай по правилам. Отсоединись от всех всего и поднимись повыше. Мгм. Хорошо, на счет 3 в эфирном пространстве найди твое эфирное тело. 1, 2, 3. Да, я себя вижу. Стою, как будто бы, знаешь, вот горизонт, Мгм. и я стою сверху, энергосфера, ну, правильной формы, но я правой ногой как будто бы вот так тук-тук-тук топчу что-то. И вижу, что к моей голове в сектор магии идет подключка. Мгм. Хорошо, Виктория. Считай твое эфирное тело, ДНК. эфирная ДНК, ты ли это? Мгм. Да, это я. Мгм. Спроси у тебя разрешение потрудиться с тобой для тебя. Разрешаю. Мгм. Кто находится в секторе магии, приказываю проявиться согласно физической ДНК. Мгм. И там я вижу лицо нашей Люды Волошко. Мгм. Так, приказывая ей убрать все иллюзии, все блоки на снятие магии и колдовства, и отвечать, кто она такая. Нет, это, подожди, это, М, ты смотри, что-то, я сразу это все вижу. мгм, Там, помнишь, у нее на холодильнике она оставила символ Символ. Цинозора, а Мгм, сама уехала, потому что война началась. да, помню. Вот. И я вижу вот эту черную руку, которая тянется к этому холодильнику. Вот. Оно так и звучит. Илья Мамаев. Вот эта черная энергия. Но вопрос, то есть у нее это несколько раз буквально считывается, что просыпалась. То есть оно спало и просыпается. А почему оно ко мне? Мгм. Какое отношение Так, имеет? какое отношение это событие имеет к тебе, Виктория? Я вижу, что оно вот так идет, такими волнами под ногами у меня. А у меня, я слышу ключ зрения, и я вижу, что я смотрю на эту волну, и считывается, хочу разобраться. Мгм, Так, сейчас я хочу посмотреть, в чем я хочу разобраться. И мгм, я вот взгляд на сектор магии и вижу там такое, как зеркало круглое, а внутри, посередине такой черный, как портальчик. Он так и звучит, портальчик. мгм, Ищу как бы ключ, разгадку. Так, какой ключ я ищу там? мгм. Спроси, Виктория, себя, что за ключ ты ищешь? Я слышу ключ взаимодействия и вижу, что
оно вот так как будто просыпается, как зверь, спит, потом раз проснулся и пытается воздействовать на будущее. Сейчас я посмотрю, что стало триггером. Мгм. Да, и я вижу, что с этим связано вот этот слон, эта копна темная. Я слышу, что я переключила внимание на потребности других людей. Мгм. То есть я как бы, ну, на самом деле я не превысила свои полномочия, но они это мне инкриминируют как превышение полномочий. Мгм. Так, каким образом ты эти воздействия приняла в твое пространство, где крючок и зацепка? Сейчас я ищу. Мгм. Я вижу, что я как будто бы нырнула и считывается в глубины сознания. И внутри как будто бы в шар такой. Достаю там какую-то штуковину. Сейчас я посмотрю. Я ее вытаскиваю, и Мгм. она формируется в секторе принятия решений. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Я слышу, это мое решение потоптаться. То есть вот так, потоптаться, буквально как будто бы я по груди у кого-то. Я слышу потоптаться. Я подумала, о каком. Слышу по интерферентам. Мгм. А что означает потоптаться? Да-да. Что это означает потоптаться? Я слышу походить на них, ну, типа быть похожим на них. Мгм. Так. Зачем тебе это нужно было? Я слышу, чтобы чтобы Раз- расторгнуть глобальный контракт взаимодействия Мгм. Люцифера, антимира с пространством мечты, то есть будущего, с пространством формирования будущего. Мгм. Где этот контракт находится? Давай посмотрим. Он находится вот там, где правая нога у меня. Там такой, Мгм. как такая штука, как лист какой-то, черный лист такой огромный. Вот это является частью этой волны, которая идет из сектора магии от этого Ильи с этой рукой над холодильником. Мгм. И в этой волне такое, как светлое пространство, как туннель какой-то. И он так очень быстро, энергия движется куда-то вниз. Мгм. И я Так как вижу, что я это не иду туда вслед за этой энергией, а там заманивающая энергия, а я просто его как уплощаю, и оно делается как двухмерное изображение на листе. Переношу это как на Мгм. ментальную карту и рассматриваю, как на экране. Я слышу взаимодействие Люцифера с миром святых, с миром мечты. Мгм. Так, когда это Так. было? Сейчас я Мгм. Когда посмотрю. это взаимодействие произошло? Что за ситуация? Мгм. Что на физике было, когда произошло это взаимодействие? Я вижу, что там находится, я слышу добродетель, какая-то энергия, которая считывается добродетель. Выглядит в виде такой девушки, которая вынимает изо рта такую черную, как
булавочку, кнопочку и положила там. А сама перенеслась вот эта добродетель вверх. Сейчас я с ней поговорю, что это такое. Мгм. Эта энергия, она считывается как взаимодействие с Люцифером. Э, Так, сейчас, кому это Так. принадлежит энергия? Кто хозяин этой энергии? Сразу я услышала Урания, и пошел посыл в сектор принятия решений. Мгм. Давай посмотрим, что находится в этом секторе принятия решений. Что это за событие? Я слышу стол переговоров с Люцифером. Мгм. Так, когда это событие произошло? Мне почему-то идет 7000, сразу так вот пошло раз, 7000 лет назад. Мгм. Так, кто участвовал у этого стола переговоров? Я вижу, что вот этот Люцифер, он по отношению к этому столу переговоров стоит в секторе магии. И потом такой зигзаг пошел в сектор интерферента. И он стоит, как будто бы летит, стоит, летит, вот так как-то движется. А за ним стоят, я слышу, безмолвные трупы, погибшие ангелы, погибшие боги. Они все связаны, у них руки связаны за спиной и скручены шеи, как будто бы у них сломаны. Ну, не Мгм. сломаны, а скрюченные. Так, чик. Мгм. И так все на правую сторону повернуты. И во ртах кляпы, и они все как одинаковые. И идет такое многомерное как повторение, то есть оно как бесконечность куда-то уходит, Мгм. уходит, и там звук такой жуткий. Так, я отсоединяюсь чуть-чуть от этого. Отсоединяясь от этих пространств. Мгм. Так, а со стороны Светлых. света Мгм. я вижу, что там находится какая Урания, я слышу. Вот она тоже летает. То есть это не на физике, это как в духовном каком-то пространстве. А Мгм. она летает рядом вот так над этим столом и как бы что-то дает этим, я слышу, творцам, погибшим творцам, в рот дает. И вот этим, Как как будто бы трупы ты. кормит их, да, да. Мгм. А кто это? Кому ты даешь? Мы их знаем сейчас. Кто это такие? Они считываются прислуги Люцифера. И вот я Диму вижу, его лицо. Вот эти, которые приходили как ниндзя. Мгм. Так, и какой-то главнокомандующий, который э, как будто бы вокруг него собирается амуниция, как такие металлические какие-то Ага. штуки, защита какая-то сразу шух-шух-шух-шух-шух. Он как закрывается. Сейчас я Мгм. посмотрю. Но от него идет Доспехи. ключ, да, в сектор магии. Считывается Илья Мамаев. Он Мгм. закрывается, но он считывается как главный. Мгм. Он как бы главный над этими, которые там в этой тюрьме, в этой темнице. Мгм. Так, Дима там. Кто-то еще, кого мы знаем у него из подчиненных? Ну, первым я увидела Диму, его Мгм. лицо. Ну хорошо, да. Посмотри, Виктория, чем ты их кормишь? Я слышу уже второй раз Надежда.
То есть Дала я им даю, надежду. вот это кормлю и показываю на свет Первотворца. И вот идет слово «уйдите». Куда А ты их? уйдите, я показываю на свет Первотворца в сектор будущего, Мгм. а этот Люцифер, он тонет. У него такой портал, который затягивается, вот как трясина, вот просто тягучие такие Болото. энергии, да, вниз этот портал такой. А Мгм. им я говорю, э, даю как будто из ложечки в рот эту надежду, и у них этот свет появляется там, где руки связаны сзади. Мгм. Я говорю силу творцов. И я вижу эти наши сеансы, на которых мы тоже пытались их, мы освобождали их по их аспектам, Мгм. вот, помогали им. Мгм. Так, а в Так. чем заключается вот этот контракт, интересно? Мгм. Давай посмотрим. И снова я слышу, что я превзошла полномочия, что я типа перешла границу, и вижу, как Илья Мамаев, вот этот, он находится сейчас в секторе интерферента, по отношению ко мне, рисует такую черную черту и говорит, что я забрала его воинов. Мгм. А я вывешиваю декларацию независимости, такая длинная, как простынка, где там это все написано. И я говорю, что я их не искала, что они сами пришли. Мгм. И он сразу перемещается в сектор магии. Мгм. И Так. он считывается, а что такое Ахлобыстин? Охлобыстин. Фамилия такая. Видел в кино или в программах какая-то по первому. Ну, это Сейчас я посмотрю, кто это да, такой. кто Что-то орет. Завоеватель, дух завоевателя, он что-то там кипишует сильно. Мгм. Вот. И этот дух, этот дух в Илье работает. Мгм. И я А что слышу рвать значит? и уничтожать. Мгм. Так, я вижу, что я смотрю, я начала сильно увеличиваться и вижу, что вот эта букля на голове начала уменьшаться. Я Мгм. приказываю этому Илье убрать немедленно его Воздействие. энергию и его воздействие от этих, я слышу, пленных. И Мгм. от Люды, она расторгла контракт, и нечего цепляться снова. Мгм. И я вижу, как карма к нему возвращается такой огромный кулак, вот с этой букли, ему как будто бы нокаут. Вот. Мгм. А такой звук слышу, как будто бы раскрываются такие двери металлические, и я их вижу, вот эти решетки, как в тюрьме. И я вижу, как эти боги, они руки потирают. У них там руки как будто бы вот так вот эти наручники, но как Мгм. веревки такие, пережали им руки, и руки такие черные, Затекшие. огромные. Нет, они, Черная. они как будто бы перервались и держатся на таких ниточках. Да.
я слышу, что это демоническая тибетская практика. То есть он использует в эфирном плане вот эту практику тибетских монахов, черных Мгм. колдунов, для привлечения на свою сторону светлых богов. И я вижу, как этот Дима и другие, они крыльями, то есть вот эту надежду, которую я Мгм. дала, Мгм. она стала их силой в руках, и они вот взлетают, как ангелы, и они освобождаются. А я слышу, я подумала, за счет чего? А они же пришли и расторгли свои контракты с Мгм. антимиром. Да, О, да, несколько контрактов они расторгли. да. Мгм. Вот это И и я есть тогда появившаяся надежда. Мгм. да, да. И я передаю информацию этим всем богам, что они расторгли контракт. И я слышу, сила разума, чтобы они использовали силу своего собственного разума и пробуждались и выходили с этих темных, я слышу, с потемков. Мгм. Вот, и приказываю этому Илье Мамаеву убирать его эти черты, пусть себе в голове их строит, а не в нашем живом пространстве. Он не имеет ко мне никакого отношения. Мгм. Вот. И я достаю из этого стола переговоров, как будто бы такой напечатанный лист, знаешь, вытаскиваю огромный такой свиток. Вот. Мгм. Давай посмотрим, что Я в нем. слышу демоническое управление. И снова 7000 лет для Мгм. земного времени. Управление демоническое. И тут оно вот так заканчивается, как будто бы этот листочек превратился внизу в треугольничек с такой китичкой какой-то. А там грамота, я слышу, это печать. На такой веревочке там колышется. Мгм. Давай посмотрим, какие условия этого договора. С их стороны звучит отобрать власть первого Творца, захватить власть творцов, превратить их, я слышу, в мухи. И вот эти руки, кулаки, которые оторвались от этих творцов, и руки превратились как затекшие, знаешь, но очень большие такие кулаки сзади, Мгм. и они все черные, то есть это руки творцов зла, то есть они творят, а на периферии зла, я слышу. Вот. И я сейчас беру и открываю вот эту печать, которая там колышется, а там как такие часы. Были раньше, носили такие мужчины часики, на моего папы такие были, дедушки, на таком цепочке на На такой. цепочке, да. Мгм. И я открываю эти часики, а там считывается время пришло. И вижу, как в этих часиках разделение, вот это точно так же, как я стояла вверху в этом свете, и вижу, как эта темная энергия вот так утекает. Мгм. Она утекает и одновременно вытаскивает, то есть это как это соединяющий, ну, принцип соединяющихся сосудов. И тут же вытягивает, я слышу, души погибших творцов. И они вот так вытягиваются, как эфирные тела их, знаешь, и к какому-то, какому-то невидимому пространству, как будто бы к стеночке, вот так
шли-шли и так раз, как прилипли к какой-то невидимой стене. Сейчас это межпространственное натяжение, Мгм. и оно считывается как решение. Решение быть свободными. То есть я слышу воспользоваться силой расторгнутых контрактов. Мгм. Я слышу, что антимир умирает. Он теряет силу, потому что время закончилось. Мгм. Я тоже передаю информацию этим погибшим а, душам творцов и вижу, что это пространство, которому они как будто бы хотели войти в наше пространство во весь рост, но Мгм. не могут. И я вижу, что им нужно как будто бы согнуться. И я подумала, почему они сгибаются и проходят сквозь такую тоненькую щелочку. А я слышу, что отречься от гордыни. М. Вот. То есть у них есть еще последний шанс. Это то, что их держит, гордыня, да? Да. Мгм. Ну, вся гордыня, она же заключается, вот вторая заповедь. Ее ж церковь даже эм, не декларирует. Во многих этих молитвенниках еще что-то, вторую заповедь вообще убрали, как будто бы ее нету. Она Мгм. четко описывает это идолопоклонство, автократию, то есть поклонение одному чему-то, предмету или человеку, или сюда же подходит, если человек вдумается в эти слова, то он поймет, что все эти действия, что делает Илья, например, или другие такие же, как он, это все магия, черная магия. Это все Противно противоестественно. жизни. Мгм. Да, и это все автократия, это все фашизм, потому что в светлых пространствах каждая божественная душа имеет равные права с другими. Никто не имеет права вторгаться в пространство других. Никто не выше, никто не лучше. Все одинаково прекрасны, потому что все получили одинаковую божественную душу, часть души Первотворца. М. Так, Что еще в контракте? я слышу уличить беззаконие. Мгм. И идет такая стрела какая-то, тоже такое прямо в сектор магии. И там какой-то кружочек. О, вот этот символ цельнозора. Я вижу. Он использует этот символ цельнозора. Я слышу, для захвата власти над Первотворцом. Мгм. Так. Мгм. Я подумала, почему, ну, каким образом он проник в мое пространство, что у меня голова болит. Вот. И я вижу, вот это сначала я увидела, вот воздействие и пошло, оно пошло как в мое пространство, Мгм. и притянулось вот к этому ключу. Я слышу ключу. Так. Как этот ключ связан с этим контрактом? Вот я вижу, подумала, что ключ, и вижу, как я правой ногой как бы вступила в это болото черное, где это все находится. Мгм. И я слышу "помочь". И я вижу, как я просто наступила ногой и просто вот в это черное пространство, в эту матрицу вхожу. И я вижу, что я полетела,
Я слышу формирование будущего. То есть вот тогда это был замысел мой, сейчас я выполняю эту миссию. Я туда полетела, вот когда была Урании, да, и я вижу, что я этим пленным, вот они сидят, как эти, как воробушки, как деточки-воробушки, а я их кормлю. Так, что в этом действии, когда ты наступила в это пространство, что ты хочешь изменить в этот момент, в том моменте? Я вижу, что в результате этого у меня тоже руки стали, то есть я одна из этих богов, которые там, ну, все люди творцы, и все люди, которые делают неправильные вещи, они творят, как я говорю, на огородах дьявола. Да, то есть я вместе с этими всеми таким образом создала матрицу тоже зла. Поучаствовали. Поучаствовала, да. Ага. Ну, как все. Ну да. Тоже поучаствовала. И я сейчас хочу отменить мое участие и забрать всю мою силу, всю мою энергию. Я слышу власть, и всю мою власть. И вот потому что эта энергия власти, она помогает этому колдуну и другим как бы возвышаться в этом зле их. Я забираю, слышу мою власть, энергию добра. Это все я забираю, и я вижу, как это выворачивается, это все темное, и уходит так, пум, как резинка. Оторвалась эта черная энергия с пространства будущего. И я очищаю все мое личное пространство на физике, все мои эфирные тела, а также очищаю все то пространство взаимодействия с антимиром, эту всю матрицу тьмы я уничтожаю, разрушаю и наполняю ее светом, энергией любви, гармонии, процветания, восстанавливаю коны гармонии Первотворца в нашем священном мире. И я вижу, как эта полоса, как горизонт, она начала как волна вот так двигаться. И я слышу разрушение. И я вижу, как разрушаются как будто бы дома, как будто бы землетрясения, все вот так вот все рушится. И там такой огонь внутри. И я слышу, что горит пламенем. То есть старая система рушится, демоническая. И я от имени всех святых богов, творцов запрещаю участвовать, я слышу, участвовать. Участвовать в воспроизведении зла. Я вижу, как я вот эти символические кулаки, да, вот так как орешек разламываю, а внутри священный ключ я слышу. Я этим ключом открываю, вот в секторе принятия решений, открываю, я слышу узел познания. И там появляется такое дерево, которое тоже вот так как-то с него как будто бы открывается такая, как будто бы оно было закрыто в такой круглой штуке. Как скорлупа? Считывается древо жизни. Да, как в скорлупе. Считывается древо жизни. И я его беру, это древо жизни, в таком шаре. И вот так, пух, перед собой водрузила буквально. И оно начинает расти и прорастает. И такие, я слышу, священные корни. И вот это все пространство, которое испаскудили эти темные, они извратили, я слышу, добродетель.
И вот эта энергия добродетели, она как будто бы снимает с себя тоже такую скорлупу и превращается в свет. И я приказываю Илье Мамаеву забирать его все воздействия, все черты, Мгм. и ему никак не удастся помешать миссии Перебросить. Ага. освобождения. Мгм. И вдруг я увидела там, где свет Первотворца, много-много лиц, которые вот так ну вот так вот приблизились и сделали вот так, как будто бы подули, как ветер. И я вижу, как они сдувают этих темных сущностей, это все, и Мгм. они тоже топчут. Они тоже топчут, я слышу эфирное пространство. То есть я вижу, что я выполняю миссию как первая на физическом уровне, проявляю волю и таким образом как бы даю добро, разрешение. Ну, не только я, а все, кто со мной, кто с нами, очищается, идет до конца. Вчера ж Маргарита, какой сеанс был, да, Мгм. то есть она как бы это приоткрыла. И нужно на физике, да, на физике человек проявляет волю и таким образом дает добро, я слышу согласие на распространение конов жизни. Я вижу, Мгм. как я эту буклю в виде такого какого-то зверя просто снимаю с себя, выбрасываю. Но мне интересно, что это за зверюга. Оно меняет форму Мгм. в сектор интерферента. Оно считывается как служака и считывается как демон, которым вот эти черная энергия, которая в руках у Ильи, она вот так, как такая аморфная, переплывает с руки в руку, знаешь, как жонглируют, как будто бы Мгм. считывается служака Ильи Мамаева, то есть тот дух, которым, Мгм. ну, это же понятно, да, цель вызывания духов, да еще и с помощью типа соратников, вот это, то есть это приглашение к соучастникам, быть соучастниками этого действа магии, этой черной. Я ему приказываю забирать всю его магию, всю его ложь, подставу, и от имени светлых и чистых душ всех его этих соратников захваченных, вот, э, передаю информацию, что они живые, божественные души, творцы, а эта вся чужеродная матрица, тьма, которую Илья вот так украшает, да, это на самом деле вот это и есть синергия, то есть это взаимодействие и созданное пространство, созданная матрица в результате взаимодействия человека, его божественной души, Творца с антимиром. Это та матрица, оно Мгм. считывается там глюки. Ну да, она же вся поломанная, она не может действовать, м, потому что в ней нет Полноценно, силы да. полноценно. И вот это да, считываются глюки. И оно, Мгм. вот я смотрю, оно постоянно там, ну, что-то там вспыхивает, человек дает какое-то согласие на взаимодействие, оно вспыхнуло, какое-то действие происходит, а потом раз и потухло, и поломалось. Потому что Мгм. это ничто, это его не существует, это только в эфирном пространстве, больше нигде его нету. Барахлит. Барахлит, Барахло. да, да. Мгм. Я им Хорошо. передаю информацию и вот вижу, что вот это древо, да, а уране ее ж и изображают с пеньком, а я вижу, это ее миссия, этот пенек вырастить в древо, это древо жизни. Мгм. И я вижу, как это древо жизни, оно как передо мной.
в моем пространстве передо мной. И вижу, что оно как будто сливается с моей слилось с энергосферой, и вижу вот этот стол, престол сатаны, вот там, где был в секторе принятия решений, он переходит в сектор магии Мгм. и уничтожается, то есть идет на утилизацию в портал. Я полностью уничтожаю этот контракт. Оказывается, время уже закончилось. Да. И гибнет система Люцифера, она гибнет, а планета, я вижу, что она как будто бы была, я слышу, в карцере. То есть она была э, отделена от других, Изолировано. изолирована, и она выходит с такого пространства, как будто, знаешь, такие ворота открываются огромные, но как самолеты вылетают из каких-то Из подземных ангара. аэродромов, Мгм. да. Вот так открывается это черное пространство, и наша планета выходит. А у нее, я слышу вот эти души, Мгм. а, этих людей, которые Пленных. отменяют свои контракты, да, Мгм. возвращаются, они физически воплощены здесь, и они же как человек, это луч, который выходит от Первотворца. И когда люди возвращаются к Первотворцу, то они своими душами, вот этими лучками, вытаскивают планету вверх. То есть вот эти все сказки про пятое измерение, которое как поезд прибудет по расписанию, и нужно быть просто, чтобы все ждуны, которые там ждали на перроне, сели и куда-то уехали. Это сказки, так не бывает. Да, каждый человек создает свое собственное освобождение. Мгм. Вот, и освобождает я себя, освобождает весь наш мир. Я вот и вижу, как оно происходит. Вот такой вот, они просто тянут планету вверх. Мгм. Да, точно. Хорошо. Передаю всем этим светлым душам или души, которые идут к освобождению, информацию. Призываем их расторгать все оставшиеся контракты, отсоединяться от зла, Да. подниматься вверх. Мгм. Хорошо. Я вижу, как Тор выходит, энергия вот и просто все эти остаточные энергии, что у меня голова заболела, оно все уходит. Мгм. Я приказываю всем этим упырям немедленно убирать все воздействия на мое личное пространство, на пространство моего рода, моей планеты и моей Вселенной. Мгм. И я вижу, как за мной вот стоят эти э, светлые боги. Ну, лица их вижу, творцы. Потому что, смотри, творец, он, творение его рук– это наша душа. Мы с душой не работаем, потому что она совершенна. Невозможно улучшить то, что совершенно. Оно улучшается только в рамках совершенного кода, который находится внутри и Мгм. запрограммирован, образно говоря, первотворцом. А несовершенный человек, находясь в несовершенном человеческом теле, да еще в системе зла, он вообще не может улучшить душу. Он может улучшить только то пространство, которое по его решению он натворил. То есть только свое творение. А вот эта матрица, в которой мы живем, это как раз и есть то творение, что мы натворили. То есть наша личность, вот моя личность, да, как я с ней работаю, как люди, которые очищаются, работают над собой, они очищают свою личность.
то есть система убеждений, свой разум, да, они осознают логику, логистику происшедших событий и отменяют те решения, которые привели к нежелательным событиям. И только так происходит освобождение. Никакими символами, духами и так далее невозможно очистить, потому что принцип очищения, это же нужно понимать, как человек устроен. Это так смешно на этих эзотериков смотреть, да? Мгм. В Вот. иллюзиях эти Да, эзотерики. но потому что человек принял решение, да, принял Мгм. решение. И человек так устроен, что в эфирном пространстве он способен это решение отменить. Но именно эта матрица взаимодействия с антимиром и привели человека к искажению, к этой матрице зла. А люди думают, что эта матрица – это какое-то что-то, которое кто-то им там навязал, а они бедные, несчастные, ничего не виноватые, ничего не могут сделать. Наоборот, каждый может сделать все. Мгм. Я Весь очень этот мир, радуюсь, ага, да. у каждого этот мир в его пространстве. Очистить каждый человек себя, и мир вокруг него изменится к лучшему. Да. Мгм. А Радуешься? еще один вопрос я хотела посмотреть. Мгм. Когда я Да. просыпалась, да, то этот сон, я проснулась уже, и этот сон я как бы аннигилировала, убирала ну, я видела, как это я убираю это все, и эта энергия уходит от меня. Вот, и поэтому вот проявив волю на физике, мы всегда так, да, вот сейчас Да. я хотела этот вопрос посмотреть, я смотрю. То есть проявила я на Как это физике своим сработало? разумом, и поэтому вот этот контракт сейчас расторгнут. И я снова показываю на эти часики и говорю, время вышло. То Мгм. есть это как, я слышу, последнее предупреждение человечеству. Мгм. То есть каждый, кто погребен в этих магических программах, у него есть шанс еще освободиться. Я вижу вот эти слова, которые приписывают Иисусу, да, что богатому а, проще в ушко Ага. иглы Вы говорите, пролезть, чем в Божье Царство. Но почему богатому? Это очень странно, да? ну, А, богатый чем? богатый чем? Ну, я вижу, что в этом смысле, ну, непонятно, как этот перевод переводили, и, ну, этот текст как перевели, и вообще, кто его писал, и что имел в виду, то есть это же нужно разбираться. Но я вижу, что богатый в этом смысле – это человек, который вот оброс этими панцирем, вот как, ну, вот как этот Илья Мамаев вот в эфирном пространстве закрывается, да, Мгм. блокируется, чтобы его не считать. Точно так же вот этот человек выглядит в смысле богатый. Богатый злом, Мгм. то есть который ну, имеет типа достаток, э, ну, этой защиты типа демонической. Мгм. Ну, Кощей над златом чахнет, да, Мгм. богатство. Ну все, я освободилась, очищаю все пространство, Очищай, Виктория, поднимайся вверх, закрываем порталы. восстанавливаю коны жизни в моем личном пространстве, пространстве Мгм. вокруг меня, во всей живой вселенной, Мгм. в живом всесвете. Все есть свет. Вот украинский язык, видишь? Мгм. Всесвет. Все есть свет. Да, а тьма нам, тьма на аннигиляцию. Пусть будет. Да, отправляю все это на аннигиляцию. И я посмотрела, где эта энергия, что я там топтала, да, ее нету. Мгм.
Всех этих упырей вот отправляю в портал на полную аннигиляцию, стираю со всех информационных полей все мое взаимодействие с антимиром, все мои неправильные поступки, которые противоречат законам жизни и процветания Всесвіту, отменяю. Мгм. Хорошо. Да. Здорово, Виктория. Посмотри на твое эфирное тело, как оно сейчас выглядит. Очень хорошо. Огромная, сияющая, все хорошо, Мгм. многомерная. Спроси у тебя, все ли мы сделали для тебя на этом сеансе. Да. Хорошо. Тогда прощаемся. Да, я тебя благодарю. Мгм. Хорошо. Тебя тоже благодарю. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Ой, благодарю. Прошла голова. Класс. А? Голова вылечилась. Да, во время сеанса просто я почувствовала, как она раз и ушло. Я когда проснулась, я это сразу убрала, увидела, как оно уходит. Вот, и нужно было еще это как бы закрепить. Потому что я же понимаю, что-то подоспело. Мгм. Если на Облечить до физике, вот, конца. Мгм. да, вот зачем мы должны вот обращать внимание, что происходит с нами на физике, потому что это психосоматика так работает, какие-то события, какие-то... Даже то, что люди пишут, они же пишут там подсказки. Я читаю сегодня утром комментарии, и мне там пишут, ну вот вы чистите пространство, а есть же колдуны, которые там это пространство наоборот. Не хочу это слово говорить, да, что они делают. Мгм. Вот. Но да, люди не понимают, что тьма не может вообще соперничать с светом. Свет – это как ядерный генератор, который самопроизводит свет, да? Энергию жизни, прогресс и так дальше. А что такое тьма? Ну вот представить по сравнению с этим генератором атомным, вот какую-то там, я не знаю, паутинку. Ну, это как... Даже не знаю, как назвать. Какой-то катализатор, который... Это... Ну, это же паразиты все-таки, которые утягивают эту энергию. Дело в том, что они потеряли, у них нет целостности. Представь себе, что, ну вот, скажем, такой какой-то шарик, это вот Мгм. энергия этого какого-то демона, это он же тоже был светом когда-то, и он растерял свой свет. То есть миллиарды частиц это потеряно где-то в других чужих пространствах. Поэтому у них эти глюки происходят. Почему у них логика не работает? Да? Логика не Да, работает, да, и потому что она реакторы барахлит. потеряна. А что Реактор такое барахлит, логика? и все. Логика– это логистика, то есть это связи. Да? Это связи. Вот этот человек, он не может уловить связь между своим, например, там, действием и происшедшим каким-то событием или болезнью, или он просто не способен это увидеть. Потерял эту способность или отказался от этого. Ну как, делает человек магичит и рассказывает, какой он светлый. Да, нигде не Мгм. написано, что смотрите, ну, что слушайте, что они будут говорить. Всюду написано, не слушайте, что они говорят, смотрите, что они делают.